Попрошу огласить патриарший указ. Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла во внимание к усердным трудам на ниве духовного образования и в связи с 85-летием со дня рождения Осипов Алексей Ильич, заслуженный профессор кафедры богословия Московской Духовной Академии, удостаивается ордена Русской Православной Церкви преподобного Сергия Радонежского первой степени. Времена, когда вы вместе с вами боролись. Вот и в последующие времена. Аксиос. Алексей Ильич – известный апологет. Апологеты – те, кто защищает веру православную. Он преподает апологетику, основное богословие в Духовной Академии. Нас с Алексеем Ильичем связывает долгое, очень доброе сотрудничество в самые трудные времена. Я могу свидетельствовать, что Алексей Ильич никогда не сошел с того пути, по которому он приглашал идти своих студентов и воспитанников. А ведь это самое главное, когда учитель сам показывает путь. Он был мужественным борцом за то доброе и святое дело, которое наша церковь осуществляла в очень непростых условиях. И поэтому сегодня, возлагая высокий орден на Алексея Ильича, я желаю ему доброго здоровья, долгих лет жизни и многого и благого лета. Споем «Многое лето». Многое лето, многое лето, многое лето. Ваше Святейшество, спаси Господи, вы всегда такое внимание уделяете мне, и это сегодня не первый же случай, не подумайте. Это уже почти 50 лет продолжается у нас такое общение. Вы слышали, что будто бы я что-то делал во времена советские, когда были гонения. Но если бы вы знали, что сделал Святейший Владыка, еще не будучи патриархом, нет, был епископом, который подчас был в таком, знаете, ну, не совсем на виду, да, чтобы не особенно значились, то вы увидели, что действительно, как много приходилось трудиться, и сколько мужества нужно было и сила, чтобы бороться за восхождение нашей православной веры, нашей жизни. Я очень благодарен тогда еще владыке Кириллу, вот, теперь уже святейшему патриарху, что он неустанно и твердо, вы слышите, как он говорит? Как простите меня, гвозди забивает. Вот таким он всегда был. И дай Бог, чтобы эта твердость, это мужество не покидало никогда нашу церковь в лице святейшего патриарха Кирилла. И я думаю, что то, о чем он сказал, что у нас могут наступить и опять другие времена. А, кстати, можно сказать один случай. Когда я еще был мальчишкой, я встречался с шамардинскими монахинями, которые еще прежнего шамардина. И я отчетливо помню, здесь вот говорю как пред Богом, они говорили, а ведь оптинские старцы-то говорили, что опять храмы откроют. И это было полное у них недоумение и недоверие. Какой-то храм откроет. Но что дальше? Оптинские старцы говорили, что храмы опять откроют, но ненадолго. И вот теперь, когда я увидел, что действительно дана нам такая свобода, Господи, да живи так, как вот сейчас вы только слышали, не просто верой и беса верой тут трепещут, а действительно жить, делами подтверждать свою жизнь. Если так не будет, то боюсь, что опять не будет ненадолго, не дай Бог этого.
будем молиться, чтобы всегда сохранялось то отношение положительное к нашей церкви, как сейчас мы имеем при вашем святейшестве. При вашем мудром, я скажу, очень мудром, потому что в такое время это нужно столько ума, что просто не знаю, чтобы сохранить вот то положение нашей церкви, никуда не уйти в сторону и сохранить действительно ее дух, который обозначается всегда в жизни, делами каждого христианина. Спасибо, Господи, Спасибо, ваше Господи, свидетельство, за Алексей. ваше внимание. Спасибо Благодарю большое вас за сердечно. награды. Спасибо. Спасибо, Господи. Еще раз с праздником вас всех, мои дорогие, приветствую. Алексей Ильич, дорогой мой, помощи Божией, крепости сил. И долго-долго еще трудиться во славу Церкви Христовой. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи, Владыка. Спасибо, Господи.